Господа, я думаю, многим из вас известен такой бренд, как Denso. Это мировой лидер производства систем обогрева, вентиляции и кондиционирования для автомобилей. Мало кто знал, но практически каждый второй автомобиль в мире оборудован компрессором кондиционера фирмы Denso. Однако часто водители не задумываются над тем, что, как и любой другой детали автомобиля, кондиционеру нужно вовремя проходить ТО. Причем проходить его нужно на качественных сертифицированных станциях, где работает профессионально обученный персонал и специально сертифицированное оборудование. Так что приезжайте в Fit-сервис до 31 мая и выполните бесплатную диагностику кондиционера. Причем она действительно бесплатная. Не при покупке чего-то, не при условии заправки, а просто бесплатная. Приезжайте и делайте диагностику. Специалисты всех станций Fit-сервис успешно проходят обучение и следуют всем технологическим процессам Denso, а все необходимое оборудование и материалы соответствуют стандартам Denso и обеспечивают надежность выполненных работ и соблюдение заводской гарантии на автокомпоненты. При этом, как вы знаете, станции Fit-сервис располагаются во многих городах России. Найдите свой, переходите по ссылочкам в описании и записывайтесь на бесплатную диагностику кондиционера. Здравствуйте, господа! Добро пожаловать на очередной видос. У нас сегодня рубрика «Дешевки». Дело в том, что дешевки выходят нерегулярно по одной простой причине, что мы всегда находимся в активном поиске, это я. И когда у вас есть 50 тысяч рублей, вы не можете просто взять и решить, типа, мы сегодня купили машину за 50 тысяч, пошли. Значит, вы открываете периодически там Автору, Авито, неважно, где вы там их ищете, и начинаете смотреть, когда выпадет какая-нибудь интересная дичь. А она может выпасть сразу 2 дня подряд, а может не выпадать по месяцу. Поэтому ты сидишь, листаешь и со своими 50 тысячами рублями под сердечком пытаешься выбрать какую-то классную тачку, пока однажды вдруг тебе не вываливается что-то типа Мерседеса. А в нашем случае сегодня нам выпала вот эта штука. Если вкратце, заводится, едет. Да. Очень едет. В принципе, это вся вводная информация, которая нужна, исключая одного момента. В объявлении написано про тюнинг двигателя. Есть немножко. Предполагаемая мощность. Не замеряли, но 53. она да и не продувалась, просто распилили впускные и выпускные клапаны. Так. На размер клапана получается. Так. Ну, больше стока должно быть. Больше стока. Сток заявлен 85, там что-то типа того, обычно он его выдает. Ну как, для своих годов, конечно, там половина. И, как я понимаю, это тот удивительный случай, когда машина за 50 тысяч рублей, но все сделано. То есть, типа, ноги на асфальт не выпадают и все остальное. Полностью живая, дыры нет. Есть некоторые недочеты. В гонках не участвовала. Выворот для себя. Чисто парковаться. И от всех людей, которые пострадали от этой зимы, потому что эта машина под зимний дрифт около идеальна. Что-то типа Жига-стиль. Один день зимы она была на парковке и все. А в остальном этой зимой можно было на ней дрифтить или нет? Да. То есть позволяет? Да. Типа 5 очков в колеса задние и едем. Нет, даже без этого. Диф свободный. Да. Понимаю. Потому что разные длина полуосей. Если Ага. поварку делать, разорвет. Ну, тяжело найти мост. Надо свободно. Мост здесь свой, не от шахи. Нет, Ага. А передаточная? не помню точно. 444, я не помню точно. 444 это от двойки, вряд ли здесь такой лютый мост. Ну там, короче, другой. Ну, короче, что-то. А что еще у нас есть из незаводского? Нет, все это внешне понятно. Внешне Что понятно. типа ручник работает? Ручник работает немного, но не Тот один раз сработал, да, же этой зимой, который был. Так. А что, выхлоп, стоп, пуск расточен. И ГБЦ родная, гильзы родные, перебрано все. А тормоза стоят вазовские, соответственно, ГТЦ и сцепление Шнива. Вот это все читалось. Да, потому что это стандартное, все отваливается сразу. Ну, все поменено, трубки, все магистрали поменены. И багажник откроется. Да, кнопочки нет. Нет? А была? Нет, это стоп. И не была? Это все стоп. А, то есть только так. Стоп! Так, тихо, не пали. Ты не представляешь, что там. Мистери отсосала сейчас. Ну, И работает? 500 рублей километр с этого. Ну, С этого. Оттуда. Ага, от соседа, я понял. С соседней машины. Вот так же переместили. Не-не-не. Но работает? Да. Валит. Она прямо сейчас едет влево. Серьезно. Хорошо. И у меня есть пруф, который ты увидишь, видимо, прямо сейчас.
Далее, господа, наступает шок-контент. Мы оказались в Urban Racers. Это то место, куда мы обычно приезжаем, померить, сколько у нас сил стало 500, и поменялись ли они на 600. В этот раз все гораздо интересней. Потому что, как вы слышали из монолога в начале, здесь с мотором шаманили. Шаманили так на удачу, и понятно, что сам владелец говорил, что я не знаю, сколько там лошадей. В стоке у этого автомобиля 85 лошадей, если не ошибаюсь, за 100 ньютонов. В общем, там все очень неплохо. По идее, были произведены некие манипуляции, и сейчас будет произведено, я не знаю, ну, в принципе, это, конечно, замер, да, но мы узнаем, сколько лошадей. В общем, помогли эти манипуляции тому собственнику или не помогли. Внимание, в Urban Racers заезжает настоящая техника. Весь мусор разошелся, и теперь мы узнаем, как ведут себя настоящие двигатели. Короче, в итоге момент у нас максимальный. Мы 7-е место в абсолюте. Неплохо, неплохо. Итак, у нас максимальный, это лошади. 80 на скольки тысячах? На 3,5-4, где-то на 4. На 80 сил, сейчас подожди, на 5,350. Вот. А в крутящий момент 68 на 3,600 вот в горку. Ну, то есть, короче, мотор еще и верховой, по сути, только с 3,5 все раскрывается, Да, и мощность. Ну Горку да, лента. там прям взлетает он прям, да, красавчик. И все это держится практически не падая до самой отсечки, грубо говоря, до 6000. Да. Так, а вы говорили, что у шуруповерта 70 ньютонов, да? Да. А у нас в машине 68. Восемь. То есть можно было убрать этот... Можно закручивать шурупы с помощью него. При всем при этом в Urban Racers еще теперь и есть блогер. На этом потрясающем разочаровании я хочу вам сообщить, что ссылочка на них, естественно, будет в описании. Там техничка, и ребята рассказывают, что да как сделать со вторым гольфом, например, на моновпрыске, чтобы получить 300 сил за 5000 рублей. Интересно? Я тоже не знаю. Поэтому там будет РС, всякие модели и прочее, вот это вот то, что едет низкие 3 у них за 500 000 рублей, наверное. Проходите по ссылкам, вы этих ребят уже давно видели у всех, на всех каналах, потому что здесь чинится полгорода. Теперь вы можете видеть их лично и знать, как они умеют разговаривать на камеру. Или нет. Самое интересное в этой тачке понизу. Постараюсь очень тезисно объяснить и очень быстро. Спереди все сыт. Сыт даже то, где масла никогда не было. Сыт все буквально вот поперечина. Наверняка она сыт. Наверняка в ней есть масло, сальник, и он сыт. Просто тоннами сбрасывается масло вот сюда. Это передний сальник двигателя, задний сальник двигателя, карабас, потому что по вкусу вот это трансмиссионка. Вот прям я вот даже вот могу так... Это пинцет-трансмиссионка, это не моторка. То есть просто, причем, слушай, по вкусу с тосолом замешано. Что-то, ладно, все, короче, сыт. Все очень плохо. Подвеска более-менее на месте, более-менее нормальная. То есть резинки растрескавшиеся, что-то там где-то люфтит, немножечко шокирует меня тормоза в этой тачке. Вот эти тормоза, вот у меня на велосипеде тормоза больше, чем в ВЖ. То есть тормозов здесь не хватает никак с завода, и хватать их не может, судя по размеру, никак. Но это идеальный кузов. Идеальный кузов, просто ни до чего не докопаться нигде. Немножечко ижанита, буквально по низу так вот рассыпанная везде чуть-чуть, знаете, вот щепотка такая вот дана, вот так, все, и готово. Никакой гнили, никаких намеков на то, что что-то нужно отвалиться. Ничего менять не надо, пороги на месте, лонжи здесь, все усиления поперечинки, все прямо булочка. За счет чего? За счет, опять же, того, что тоннами сбрасываемое масло производит естественный антикор всех поверхностей, и они при этом служат вечно. Вот это вот я даже не знаю, это завод или нет. Вот так должен стоять подвесной подшипник или нет? Вас не смущало это, как выглядит? Вы видели раньше вот такое вот? Возможно, что и должен, но видели ли вы раньше такое? Аналогично? Аналогично нет, непонятно. Есть некие вот распорка кузова. Я не знаю, зачем это. Возможно, это ловушка кардана. Окей, все здесь в порядке. Значит, в чем у нас проблема, судя по ощущениям, что сайлент-блоки заднего... Да, сайлент-блоки заднего моста, к сожалению, все растрескавшиеся, приехавшие, потому что, когда вы стартуете на этой машине, сначала движение начинает задний мост, легкий удар, пау, товарничок приехал взад, и автомобиль начинает движение уже целиком и в сборе. Не хватало только заварки заднего редуктора. Но мы оказались в автобоксе 178, а это значит, что нерешаемых задач не бывает. Погнали!
Итак, господа, в чем прикол Ижа? В том, что он может не завестись, во-первых. Есть! Пушка. 25 литров я бахнул, между прочим, 92-го. Иж, вы покупаете по цене классики классическую компоновку, классическую вот эту всю атмосферу, то есть типа Жигу. Хотя на самом деле нифига она не Жига, от Жиги она отличается практически всем. Очень мало общих компонентов, очень мало, их практически нет. Но из приятного это то, что вы сидите как человек. Иж хоть и с виду похож на гибрид классики и девятки, и так на самом деле он и есть. Более того, вы получаете мотор 1,7 литра. Мощностью, как мы только что установили, 44 колесные силы. Это так не работает, я понял. И давление масла загорелось. Да что ж ты такое? Ты на своей отрыге хотел дать ланча, бросил сцепу, отъебнул мотор. Достаточно. Да вообще ему не вытянуть, пацаны, вы прям... Вообще ему не вытянуть. Не успеем до перекрестка никак. Зато разворачиваться очень удобно. Кстати, ведь так можно развернуться. А? Давай еще раз попробуем. Реально тормозят 3 колеса, по-любому просто вообще. Я аж заикаться начинаю. Цепи капс, да, вообще не прокрутите и на заварке. Вторая с хрустом. Давай, на 6. Третья зашла, блин, все с хрустом. Итого, yes, 21,6. Достойно. Блин. Такая коробка. 21,6. При этом подвеска, я бы не сказал, что как у девятки. Но рулится, реально тачка рулится. То есть чуть помедленнее переключаешь, все нормально. Но, конечно, для быстрых переключений она ни хера не подходит. Тормоза с третьего качка нормально, вторая с хрустом. Давай, пожалуйста, узамчик. Ну, еще чуть-чуть тебе осталось. Есть, вторая проснулась. Эффект турбины. Ну, давай, тормоза в пол развернет, нет? Это нормально. Более того, ты смотри, какая удача. С ранней. Все, капсда тебе мост. Давление масла на 4000 горит. Но она смогла, все. Достаточно. Давляк масла на 4000, когда едешь боком, реально горит. Потому что, видимо, отливает. Сухой картер надо ей, или что сейчас? А? Дал? Насрал по сухому, нормально. Это был угол, все в порядке. Нет, ишь, узам может, прям нормально. Жалко, конечно, он там просто себя срыгивает все свои возможные лошадиные силы, которые в нем только были с завода. Небольшое торможение. Через сплошняк же есть. Просто. Да, это борщ. Да, все нормально, угол был, все хорошо, да. Там вильнуло чуть сзади. Все видели, нет? Кто не видел, тот лох. Слушай, ну вот такая тачка в агрессии, нормально на ней ездить вполне. Четвертой нет, тут единственное, вот в этом проблема. То есть четвертый так аккуратненько сразу вот там нащупываешь пятую, ага, и типа чилишь. Больше ничего не надо. Капот закрывать не надо, он не откроется на ходу. Но на самом деле при этом какой офигенный салон. То есть ты покупаешь какую-то идеальную Жигу. У тебя есть подлокотник, в котором помещаются мои 2 телефона, бустер, с которого мы только что заводились, и все остальное прочее. Вот это ты видел, а? Ха-ха, узам, повер, хеми тащит. Блин, вот ему бы сил 100. Как бы... Ай, четвертая нет, я все время забываю. Как бы поехал, красавчик. Разложимся, нет? Как думаешь? Разложимся, стопудово. Но чуть позже.
Нет, торможение — это главный секс этой тачки. Никита. Седой Никита сзади снимает. Жалко, вот ручника нет, ей прям не хватает, чувствуется. Бля, мне жалко этот мост сзади. Сейчас, да, вторая. Блин, что-то с маслом вообще беда там сзади. Может, оно есть на доливку здесь, как думаешь? И вторая, смотри, нет, 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 2500. О, пошел, он реально как с буста прям подрывается. Выдержит еще, нет? Херово пацану вообще. Да все, капсда на холостых реально горит, да, ляг, масло. Заехать купить масло, что ли? А оно там есть вообще, нет? Давай выйдем, посмотрим. Значит, многие бомбят по поводу рычага КПП, селектора КПП, вернее, на новом 911, и говорят, такое же сейчас будет еще в Гольфе. Так вот, все это уже было сделано заранее, на ультрапаздних. Это рычаг открывания капота. Реально, он вот так выглядит. Но он на месте. Для начала, то есть, как бы, первичная диагностика успешно прошла. Масло с него не капает, значит, его и нет. Вот там в Мерседесе, вон, 83-го года, масла больше. Кстати, там оно есть, но он закрыт, а у меня ключа с собой нет. Там в Мерседесе есть масло на доливку. И каршеринг. Открываем сливную, с каршеринга сливаем масло. Масло есть, и оно выше минимума. Это хуже, чем если бы его не было. То есть это все уже капсда. Дрозда. Ну что, надо дрифтануть? И самое главное, почему мы взяли именно тачку? Почему ИЖ? Да потому что вы просто посмотрите на это великолепие. Вы за 50 тысяч, вы, мы, я, ИЖ, покупаем уже, по сути, готовый проект. Понятно, что каждый бы добавил что-то свое, но если мы разговаривали про Мерседес, который вот там стоит, да, и он типа таким был проектом еще, очевидно, сырым и не готовым, им нужно было заниматься. Что делать еще с этим ИЖом, понятно, но можно, в принципе, и не делать. Он гармоничен, у него задние колеса больше передних, он немножечко киберпанк, он в Монтане. Ну, тонер, понятно, с точки зрения закона я бы, наверное, снял, просто чтобы не вызывать у инспекторов лишнюю причину для остановки. Без тонера у вас как бы меньше вероятности, что съедят. Какой-то там саб, какая-то там музыка, как-то едет, все нормально. То есть это реально крутая внешняя тачка. И мы сейчас ехали, даже пацаны отмечали, что на него все таращатся. Этот ИЖ вызывает внимание в потоке, причем нет ничего лишнего. Никакого суперколхоза в виде вот этих там, знаете, ветровичков, чего-то еще. Возможно, конечно, есть версия, что вот фендер все-таки сзади есть, спереди нет. Как-то это вроде как выделяется. Но, может быть, чуть пороги еще сюда какие-нибудь маленькие сплиттера. Но это уже все тонкости. Глобально все, он закончен. Салон при этом у нас стоковый, ну, тут небольшие чехлы буквально, и все. И ему ничего особенно не надо. При этом это все по цене Жиги. Выглядит он прилично, да, понятно, что есть ржавчина, и все-таки он эжонирует, никуда без этого не деться, и покрашен-то он Монтаной, а Монтана, как мы знаем, вещь такая пористая, которая металл никак не защищает, поэтому эжонировать он будет с нескрываемым успехом и дальше. Но, как вы уже видели снизу, днище-то в идеале. Это абсолютно живейший кузов, двери можно поменять, силовая конструкция не задета, мотор — это, конечно, боль. Я бы его, безусловно, поменял, но сейчас как бы это вот в этом нет никакой необходимости. Таким образом, за 50 тысяч рублей сзади разварка 4 дюйма. 4 дюйма разварки сзади и 2 спереди. Диски от Мини Купера. Причем они не подходят ни по центральному отверстию, ни по сверловке. Но как-то там чуть напялили. Вроде едешь, бьет не сильно, честно скажу. Но, естественно, бьет. Понятно, что они кривые, такие-сяки. Черт возьми, он просто хорош. Пресловутый УЗАМ.
То есть это не жига-мотор. И да, ижи были на жига-моторах, и все здесь могло быть нормально. Но это УЗАМ. С одной стороны, вы знаете, ощущение от него лучше, чем от жига-мотора. Он кажется более низовым. Все-таки он берет объемом. Это 1,7 литра. И при наших смешных в начале 44-колесных лошадях все-таки 80 HKV. При стойке 85. Учитывая, что машина 2003 года, как бы уже не в идеале, она выдает на 5 лошадей меньше, чем в нее заложено заводом. Вроде бы неплохие показатели. Но на все это накладывается отпечаток, к сожалению, вот этой первой буквы У. Да, все-таки это Уфа. И через это качество всего этого изделия в сборе далеко не лучшее. И я знаю, что да, если мы сейчас поднимем всякие там поздний сленг, то есть люди, которые проезжают на них 200-300 тысяч километров без проблем, но корни из 412-го мотора еще тут дают о себе знать. То есть он не ресурсный получился. Он постоянно сыт всем, чем только можно. Он не ходит долго без ремонта, что-то постоянно отрыгивает. И самое главное, он не распространен. Проблема ижа в относительно жиги в том, что вы не найдете на него чего-либо в вашей деревне. Если на классическую модель Жигулей можно достать все, везде, всегда, и практически все оно заменяемо, здесь при внешней кажущейся, что это жига, ничего от жиги здесь нет. Мотор свой, коробка своя, мост свой, кардан будет свой, все железо в круг свое, электрика, сборная солянка, из чего бы то ни было, торпеда своя, средняя часть хотя бы от Волги, допустим. Что делать с этой машиной в регионах? Большие города, где она продавалась, как-то продавалась, понятно, что еще кишат какими-то разборками и вторичкой, но в остальной России, ребята, это виллы, он не унифицирован, соответственно, когда у вас не что-то случается, куда идти, куда податься, хрен его, честно говоря, знает. Что бы я сделал с этой тачкой на самом деле? Как я уже и говорил, мне нравится кузов, мне нравится эргономика, мне вообще в этой тачке много чего нравится, но сюда просится Нива мотор, классическая коробка передач и мост 444 от двойки. С блокировочкой. И вот тогда. И я вам сейчас с начала серии не показывал, что в багажнике, вы же не видели. А там открыли багажник ижа, а там что? О! Да! А вот и багажник, в котором лежит старый советский трехкопеечный, собственно, громкоговоритель. Почему я постоянно начинаю заикаться? Это Вега колонки-то, кстати, Вега топ. Да. Вега топ. Это тебе не какой-нибудь там S20, S30. Ну и спинка заднего сиденья, естественно, складывается, причем еще и делится пополам. То есть реально в тачке продуманная эргономика. Это могла быть идеальная классика, если бы она была на классических компонентах. И главное, что была, ведь те счастливчики, которым, я не знаю, мост когда-либо был здесь жиговский или нет, но потому что здесь жига-мотор и жига-коробка точно стояли с завода. Было такое, причем, по-моему, 1.6 всего, к сожалению, но может даже и... Ну, короче, вот реально Нива мотор, коробка классика и короткая пара двоечки 444. И тогда эта тачка будет божить. Просто божить. Итак, господа, у меня очень плохие предчувствия по поводу того дрифта, который сейчас будет осуществлен, потому что коробке прям капсда, она мертва. У нас есть маленькая лужица, попробуем на самом деле в ней намочить сейчас колеса, это раз. Два, это то, что мы надули колеса задние до 3,5. И попробуем что-то из этого изобрести. Наверное, это был максимум. Что-то мне кажется, что больше не получится. Давай еще раз колеса намочим. Очень мало мотора. Методика 1000 клатчей. И это более-менее... Но это очень стрёмно, конечно. Очень плохо. Это просто боль. Это невероятная боль. Короче,
Короче, на 4000, когда едешь боком, загорается масленка. По-моему, это не очень правильно, я не знаю. Но это печально было сейчас, да? Посуху в солнце, конечно, это вообще не варик. Даже если бы шел, ну, по мокрому, наверное, бы пошло. По мокрому бы пошло, да? То есть мотор есть, удивительно, держит и не горит сцепа при этом. Прямо это удивительно для меня. Перегреваться мотором мы не даем просто по времени. Вот я из грязи выехал, сразу пошло, да? Из грязи, как говорится в князе. Вот эти первые 2 поворота, пока не подсохла резина, конечно, у меня было. То есть Иж на самом деле хорош. Вот так мы сегодня днем по городу поездили, все очень понравилось. Но перспектив у этой машины, как и показали продажи, как и сама история Ижа, к сожалению, нет. Вопрос почему? Мне кажется, скорее всего, из-за качества. Если бы это ездило хотя бы как Жига, если бы это работало как Жига по те же самые сотни тысяч километров, люди бы покупали. Через продажу было бы насыщение рынка, было бы, соответственно, количество деталья, которое можно взамен этого поставить. Но поскольку оно ездило, сразу отрыгивало, поэтому никто это друзьям не рекомендовал. И гнило, но также и жанирует оно абсолютно без проблем, несмотря на то, что якобы здесь есть какая-то оцинковка, но толком ее в глаза никто не видел. Поэтому Жига победила, а Иж сегодня это тот самый эксклюзивчик, который вы можете позволить себе в большом городе по цене эксплуатации Жиги со всеми теми же, по сути, характеристиками, но с комфортом девяточки. И поэтому это реально круто. Иж Ода, спасибо тебе, что ты есть, спасибо, что ты выжил сегодня. Хотя коробки стопудово кэпсда. Короче, просится 110-115 сил сюда. Остальная вся компоновка жиговская. Жига мост на короткой паре, вот опять же от двоечки 4.44. И этот кузов лучше, чем жиговский. Так что спасибо всем тем, кто выжил в этой финалке и дослушал это до конца. Огромной вам всем удачи и пока.